Кремль ответил на ультиматум Трампа. Школьный автобус попал в ДТП, один ребенок погиб. Шаманы Газманов проведут в школах патриотические уроки. Сегодня 23 января. Поставьте лайк. Мы расскажем о главных событиях к этому часу. 45 человек были ранены в Запорожье в результате удара российской армии. Об этом написал в телеграм-канале глава областной военной администрации Иван Федоров. При атаке погиб один человек, это 47-летний мужчина. Среди пострадавших есть двухмесячный ребенок. Удары по Запорожью российские военные нанесли ночью и утром. Как сообщал Федоров, повреждены жилые дома, взрывной волной были выбиты окна. Сегодня генсек НАТО Марк Рютте заявил, что поражение Украины в войне приведет к тому, что странам НАТО придется потратить дополнительные триллионы на оборону. Поражение Украины в войне обойдется НАТО дороже, чем поддержка Украины, отметил Рютте. Задачей Альянса он назвал усиление позиции Киева перед наступлением переговоров. По словам генсека НАТО, те страны Альянса, которые еще не нарастили оборонные расходы до 2%, должны сделать это за 2 месяца. И продолжаем тему переговоров. Кремль не видит ничего нового в угрозах президента США ввести торговое эмбарго против России. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Ранее Трамп в случае отказа Москвы от сделки по Украине в ближайшее время пригрозил ввести санкции на все товары, которые Россия поставляет в США и другие страны. Особо каких-то новых элементов мы здесь не усматриваем. Вы знаете, что Трамп в первую итерацию своего президентства был президентом Америки, который наиболее часто прибегал к санкционным методам. Ему нравятся эти методы, по крайней мере, они ему нравились в ходе его первого президентства. А так мы очень внимательно наблюдаем, конечно, за всей риторикой, за всеми заявлениями. Мы фиксируем тщательно все нюансы. 750 миллиардов рублей. В такую сумму власти оценивают ущерб Курской области от войны. Боевые действия затронули 21% территории региона. Об этом заявил исполняющий обязанности министра восстановления приграничья Курской области Алексей Карнаушко на пресс-конференции в ТАСС. Добавлю, что сумма в 750 миллиардов рублей в несколько раз превышает бюджет Курской области. На 2025 год он составляет чуть больше 95 миллиардов рублей. Карнаушко заявил, что ситуация в регионе остается, цитата, стабильно напряженной. Напомним, что бои с ВСУ в Курской области продолжаются с 6 августа 2024 года. Школьный автобус попал в ДТП, один ребенок погиб. Авария случилась у деревни Шелестово в Волгоградской области на трассе Волгоград-Сальск. Автобус вез учеников местной школы. Он столкнулся с другим автомобилем и перевернулся. Один ребенок погиб, ему было 10 лет. Еще 4 детей пострадали. В Подмосковье сильный пожар. В Клину загорелся складской комплекс. Телеграм-каналы пишут, что помещения принадлежат агрохолдингу «Мультипро». Причина пожара – взрыв кислородного баллона. На момент записи этого выпуска площадь возгорания выросла до 10 тысяч квадратных метров. У пострадавших не сообщается, на месте работают пожарные. Продолжаем тему происшествий. В московском аэропорту Шереметьево задержали мужчину, который пытался пронести туда гранату. Об этом сообщает канал 112. Боеприпас нашли при досмотре вещей на входе в терминал. Сообщается, что мужчина пытался купить билет во Владивосток и заявлял, что граната не имеет запала и не взорвется. На место вызвали силовиков и взрывотехников. Они выяснили, что граната боевая, а запал нашли рядом с ней. Мужчину передали полиции. Еще одно происшествие случилось в подмосковной Балашихе. Охранник школы обнаружил у ученика 10 класса кухонный нож и топорик для мяса. Об этом пишут ТАСС и МЭШ со ссылкой на источники. На место вызвали сотрудников ФСБ. Им школьник сказал, что не собирался делать ничего опасного. Напомню, в последнее время произошло несколько нападений в школах. Сегодня стало известно, что подростка, напавшего с ножом на одноклассников в поселке Российский Краснодарского края, выдворили из страны вместе с родителями. Семья уехала в Армению. Нападение произошло в начале декабря, тогда пострадали 3 учеников. Суд признал школьника виновным в хулиганстве с применением оружия и оштрафовал семью на 30 тысяч рублей. Провластные певцы, шаманы и Олег Газманов поедут в тур по российским школам. Они проведут с учениками уроки патриотической песни, заявили об этом в Госдуме. Там сказали, что это инициатива самих артистов, а уроки пройдут уже скоро, с февраля по апрель. По словам депутата и члена группы по созданию списка песен для изучения на уроках музыки Сергея Клунова, певцы высказали идею на круглом столе в Госдуме. Он добавил, что артисты будут приезжать в школы в городах, где у них состоятся концерты.
чтобы совместить уроки с гастрольным графиком. Помимо Шамана и Газманова в тур поедет Денис Майданов. И это все новости к этому часу. Нам важны ваши подписки, ваши лайки и комментарии. Все это помогает продвигать наши трансляции и сделать так, чтобы их увидело больше людей. Подписывайтесь на нас здесь и в Телеграме. Увидимся. Пока.